Сомерсет Моэм. Сокровище. Ричард Херинджер был счастливым человеком. Вопреки тому, что твердят пессимисты, начиная с Екклесиаста, подобное не так уж редко встречается в нашем нерадостном мире. Но Ричард Херинджер знал, что он счастлив, а вот это уже действительно величайшая редкость. Золотая середина, которую так высоко ценили древние, вышла из моды. Тем, кто следует ей, приходится терпеть снисходительные насмешки от людей, не видящих никакой заслуги в самоограничении и никакой добродетели в здравом смысле. Ричард Херинджер лишь вежливо и иронично пожимал плечами. Пусть другие живут опасно, пусть горят ярким и палящим огнем, пусть ставят все свое состояние на карту, ходят по канату, ведущему к славе или к могиле, или рискуют жизнью ради идеи, страсти или приключений. Он не завидовал славе, которую приносили им их подвиги, и не тратил на них жалости, когда их усилия заканчивались катастрофой. Однако из этого вовсе не следует делать вывод, будто Ричард Херинджер был эгоистичным или бессердечным человеком. Он не был ни тем, ни другим. Он отличался внимательностью к окружающим и великодушным нравом. Он всегда был готов оказать услугу другу и обладал достаточным достатком, чтобы позволить себе удовольствие помогать другим. У него имелся собственный небольшой капитал, к тому же он занимал в Министерстве внутренних дел должность, приносившую ему весьма приличный доход. Работа ему подходила. Она была регулярной, ответственной и приятной. Каждый день, покидая министерство, он отправлялся в свой клуб, чтобы пару часов сыграть в бридж, а по субботам и воскресеньям играл в гольф. Отпуск он проводил за границей, останавливаясь в хороших отелях, посещал церкви, галереи и музеи. Он не пропускал ни одной театральной премьеры и часто обедал в обществе. Друзья его любили. С ним было легко общаться. Он был начитан, сведущ во многих вопросах и обладал хорошим чувством юмора. Кроме того, он отличался приятной внешностью, не то чтобы слепящий красавец, но высокий, стройный, с прекрасной осанкой и умным, сухощавым лицом. Его волосы уже начинали редеть, ведь он приближался к 50-летнему возрасту, но карие глаза сохраняли жизнерадостную улыбку, а все зубы были своими. От природы он обладал крепким здоровьем и всегда берег себя. На свете не было ни единой причины, почему бы ему не быть счастливым человеком, и если бы в нем имелась хоть капля самодовольства, он мог бы заявиться, что вполне это заслужил. Ему посчастливилось даже благополучно пройти сквозь опасные и бурные проливы супружеской жизни, в которых терпели крушение столь многие мудрые и достойные люди. Женившись по любви в возрасте 20 с небольшим лет, они с женой после нескольких лет почти полного счастья постепенно начали отдаляться друг от друга. Ни тот, ни другой не собирались вступать в новый брак, поэтому вопрос о разводе даже не вставал, к тому же положение Ричарда Херинджера на государственной службе делало развод нежелательным. Но ради общего удобства и при содействии семейного юриста они оформили проживание врознь, что позволило каждому вести собственную жизнь по своему усмотрению и без вмешательства с другой стороны. Расстались они, обменявшись выражениями взаимного уважения и симпатии. Ричард Херинджер продал свой дом в районе Сент-Джонсвуд и снял квартиру в нескольких минутах ходьбы от Уайтхолла. В ней имелась гостиная, стены которой он уставил книжными шкафами, столовая, куда как раз вписалась его мебель в стиле Чиппендейл, уютная спальня для него самого, а за кухней — пара комнат для прислуги. Кухарку, прослужившую у него много лет, он перевез из Сент-Джонсвуда, но, поскольку в большом штате он больше не нуждался, остальных слуг он рассчитал и обратился в бюро по найму, чтобы найти горничную гардеробщицу. Он точно знал, чего хочет, и с аптекарской точностью изложил свои требования управляющей агентством.
Ему требовалась служанка не слишком молодого возраста. Во-первых, потому что молодые девицы легкомысленны, а во-вторых, хотя сам он находился в зрелых летах и был человеком строгих правил, люди все равно стали бы судачить, если не другие, то швейцар и торговцы. Поэтому как ради собственной репутации, так и ради репутации самой девушки, он считал, что соискательница должна достичь возраста благоразумия. Кроме того, ему нужна была горничная, умеющая отлично чистить серебро. Он всегда питал слабость к старинному серебру и вполне справедливо требовал, чтобы к вилкам и ложкам, которыми пользовалась знатная дама еще в эпоху королевы Анны, относились с нежностью и почтением. Он был гостеприимен от природы и любил как минимум раз в неделю устраивать небольшие званые обеды, не меньше, чем на 4 персоны, но и не больше, чем на 8. Он мог полностью положиться на кухарку в том, что блюда доставят гостям истинное удовольствие, и хотел, чтобы горничная подавала на стол проворно и аккуратно. Еще ему нужен был идеальный камердинер. Он одевался элегантно, в строгом соответствии со своим возрастом и положением, и любил, чтобы за его гардеробом ухаживали надлежащим образом. Горничная, которую он искал, должна была уметь гладить брюки и отпаривать галстуки. Особое внимание он уделял обуви, она должна была сиять. У него была небольшая стопа, и он тратил немало сил на то, чтобы носить туфли безупречного кроя. Запас обуви у него был огромным, и он требовал, чтобы в туфли вставляли деревянные формодержатели сразу же, как только он их снимает. Наконец, квартира должна была содержаться в идеальной чистоте и порядке. Само собой разумелось, что любой кандидат на эту должность должен обладать безупречной репутацией, быть трезвым, честным, надежным и приятным наружно. Взамен он был готов предложить высокую оплату, разумную свободу и полноценный отпуск. Управляющее бюро выслушало его, не моргнув и глазом. Заверив его, что с легкостью подберет нужного человека, она направила к нему вереницу кандидаток, что убедительно доказала, она не обратила ни малейшего внимания ни на единое его слово. Он принял всех лично. Одни были явно нерадивы, другие выглядели вульгарно, третьи казались чересчур старыми, четвертые — слишком молодыми, у пятых не хватало той представительности, которую он считал обязательной. Не было ни одной, которой он решился бы дать хотя бы испытательный срок. Будучи человеком мягким и вежливым, он отклонял их услуги с улыбкой и сочувственной фразой. Но терпения он не терял. Он был готов проводить собеседование с горничными до тех пор, пока не найдет ту самую, подходящую по всем статьям. Есть одна любопытная штука в нашей жизни. Если вы напрочь отказываетесь принимать что-либо, кроме самого лучшего, вы очень часто получаете именно его. Если вы категорически не согласны довольствоваться тем, что попалось под руку, то каким-то неведомым образом вы, скорее всего, добьетесь желаемого. Это выглядит так, словно судьба говорит: это человек, законченный дурак, раз требует совершенства, а затем просто из женского упрямства бросает это самое совершенство ему в руки. И вот в один прекрасный день швейцар дома абсолютно неожиданно сказал Ричарду Харинджеру: «Слышал я, сэр, вы ищете горничную гардеробщицу. Тут есть одна моя знакомая, ищет работу, как раз могла бы вам подойти. А вы лично можете ее рекомендовать?» Ричард Харинджер придерживался того здравого мнения, что рекомендация одного слуги относительно другого стоит куда больше, чем рекомендация от любого работодателя. За ее почтенность я ручаюсь. Она служила в очень хороших домах. Я вернусь переодеться к 7 часам. Если ей удобно, я мог бы принять ее в это время. Прекрасно, сэр. Я сделаю так, чтобы ей передали.
Не прошло и 5 минут с момента его возвращения домой, как кухарка, ответив на звонок в дверь, вошла и доложила, что пришла та самая женщина, о которой говорил швейцар. «Пригласи ее», — сказал он. Он включил дополнительное освещение, чтобы лучше рассмотреть соискательницу, встал и повернулся спиной к камину. В комнату вошла женщина и остановилась у самой двери с весьма почтительным видом. «Добрый вечер», — произнес он. «Как вас зовут?» «Причард, сэр». «Сколько вам лет?» 35, сэр». «Что ж, вполне разумный возраст». Он затянулся сигаретой и задумчиво посмотрел на нее. Она была довольно высокого роста, почти с него, хотя он догадался, что на ней обувь на высоком каблуке. Ее черное платье вполне соответствовало ее положению. Держалась она с достоинством. У нее были правильные черты лица и довольно яркий румянец. «Не могли бы вы снять шляпку?» — попросил он. Она сняла ее, и он увидел светло-каштановые волосы. Они были уложены аккуратно и очень к лицу. Выглядела она сильной и здоровой. Не тощая, не полная. В подходящей форме она смотрелась бы весьма представительно. Она не была до неудобства красива, но без сомнения являлась привлекательной, а будь она из другого сословия, можно было бы даже назвать ее красивой женщиной. Он перешел к вопросам. Ее ответы полностью его устроили. Предыдущее место работы она оставила по вполне уважительной причине. Училась она под руководством дворецкого, судя по всему, прекрасно знала свои обязанности. На последнем месте она была старшей горничной из 3, но ее не пугала перспектива вести все хозяйство в квартире в одиночку. Ей уже приходилось выполнять обязанности камердинера при джентльмене, который даже посылал ее к портному, чтобы она научилась правильно гладить одежду. Она немного смущалась, но не проявляла ни робости, ни неловкости. Ричард задавал вопросы в своей мягкой, неторопливой манере, а она отвечала скромным спокойствием. На него это произвело весьма сильное впечатление. Он поинтересовался, какие рекомендации она может предоставить. Указанные контакты выглядели чрезвычайно убедительно. «Послушайте, Причард», — произнес он. «Я очень склонен нанять вас. Но я терпеть не могу перемен. Моя кухарка работает у меня уже 12 лет. Если я вам подойду и вам понравится это место, я надеюсь, вы останетесь надолго. Я имею в виду, что мне бы не хотелось, чтобы через 3-4 месяца вы пришли ко мне и заявили, что уходите, потому что вы ходите замуж. На этот счет можете не опасаться, сэр. Я вдова. Не думаю, что брак — это большая удача для кого-то в моем положении. Мой муж с самого дня свадьбы и до самой своей смерти по пальцам не ударил, и мне приходилось содержать его самой. Все, чего я хочу сейчас, это хороший дом. Я склонен с вами согласиться, улыбнулся он. Брак — вещь прекрасная, но делать из него привычку, пожалуй, ошибка. Она весьма благоразумно ничего на это не ответила, ожидая его решения. Казалось, она нисколько не волновалась. Он подумал, что если она так же компетентна, как выглядит, то прекрасно понимает, что без труда найдет себе место. Он назвал сумму жалования, которую предлагал, и она ее вполне устроила. Затем он дал ей необходимую информацию о квартире, однако она дала понять, что уже все знает. У него сложилось впечатление, скорее забавное, чем неприятное, что перед приходом она навела о нем определенные справки. Это свидетельствовало о ее осмотрительности и здравом уме.
Когда вы сможете приступить к работе, если я вас найму? Сейчас у меня никого нет. Кухарка справляется как может с помощью приходящей уборщицы, но мне бы хотелось наладить быт как можно скорее. Что ж, сэр, я собиралась устроить себе недельный отпуск, но если нужно оказать услугу джентльмену, я готова от него отказаться. Я могла бы выйти хоть завтра, если вам удобно. Ричард Херинджер одарил ее своей обаятельной улыбкой. Мне бы не хотелось лишать вас отпуска, которого вы, смею полагать, так ждали. Я вполне могу продержаться в таком режиме еще неделю. Поезжайте, отдохните и приходите, когда отпуск закончится. Большое спасибо, сэр. Подойдет, если я приду завтра через неделю? Вполне. Когда она ушла, Ричард Херинджер почувствовал, что день прошел не зря. Похоже, он нашел именно то, что искал. Он вызвал кухарку и сообщил ей, что наконец-то нанял горничную гардеробщицу. «Думаю, она вам понравится, сэр», — сказала кухарка. Она заходила и беседовала со мной сегодня днем. Я сразу увидела, что она знает свое дело. И она не из этих легкомысленных девиц. Нам остается только попробовать, миссис Джедди. Надеюсь, вы дали мне хорошую характеристику? Ну, я сказала, что вы требовательны, сэр. Сказала, что вы джентльмен, который любит, чтобы все было в точном порядке. Признаю это. Она ответила, что ее это не пугает. Сказала, что ей нравятся джентльмены, которые знают толк в вещах. По ее словам, нет никакого удовольствия делать все как следует, если никто этого не замечает. Полагаю, вы увидите, что она будет искренне гордиться своей работой. Это именно то, чего я от нее жду. Думаю, нам вряд ли удалось бы найти кого-то лучше. Что ж, сэр, и то верно. Но, как говорится, отведать пудинг — вот лучший способ узнать его вкус. Если же вам интересно мое мнение, думаю, она станет для вас настоящим сокровищем. И Причард оказалась именно таким сокровищем. Ни у одного человека в мире не было служанки лучше. То, как она чистила обувь, казалось настоящим чудом, и погожим утром он отправлялся пешком в министерство более щегольской походкой, потому что в его туфлях можно было почти увидеть свое отражение. За его гардеробом она ухаживала с таким вниманием, что коллеги начали подшучивать над ним, называя его самым элегантным мужчиной на всей государственной службе. Однажды, неожиданно вернувшись домой, он обнаружил в ванной вереницу носков и носовых платков, развешанных для сушки. Он позвал Причард. «Причард, вы сами стираете мои носки и платки? Мне казалось, у вас и без того достаточно работы. В прачечной их просто портят, сэр. Я предпочитаю стирать их дома, если вы не против». Она точно знала, что ему следует надевать по каждому поводу, и без лишних вопросов понимала, приготовить ли на вечер смокинг с черным галстуком или фрак с белым. Если он собирался на прием, где предполагалось ношение наград, он неизменно обнаруживал аккуратную планку со своими медалями, уже прикрепленную к лацкану пиджака. Вскоре он и вовсе перестал каждое утро лично выбирать галстук из гардероба, поскольку заметил, что она без промаха подготавливает именно тот, который он выбрал бы сам. Ее вкус был безупречен. Он догадывался, что она читает его письма, потому что она всегда была в курсе его планов. Если он забывал, на какое время у него назначена встреча, ему даже не приходилось заглядывать в ежедневник. Причард всегда могла подсказать. Она точно знала, каким тоном следует разговаривать с людьми по телефону. За исключением торговцев, с которыми она бывала рисковата, она неизменно проявляла вежливость.
Но в ее манере общаться появлялась ощутимая разница, обращалась ли она к кому-то из литературных друзей мистера Харинджера или к супруге министра. Она инстинктивно чувствовала, с кем он хочет говорить, а с кем нет. Из своей гостиной он иногда слышал, как она с невозмутимой искренностью уверяла звонившего, что хозяина нет дома, а затем входила и докладывала, что звонил такой-то, но она подумала, что он вряд ли захочет, чтобы его беспокоили. «Совершенно верно, Причард», — улыбался он. «Я знаю, что она только хочет приставать к вам из-за этого концерта», — отвечала Причард. Друзья назначали ему встречи через нее, а по возвращении домой вечером она докладывала о сделанном. Звонила миссис Соумс, сэр, и спрашивала, не пообедаете ли вы с ней в четверг, 8 числа. Но я ответила, что вы очень сожалеете, но обедаете с леди Версиндер. Звонил мистер Окли и приглашал вас на коктейль в отель «Совой» в следующий вторник в 6 часов. Я сказала, что вы придете, если удастся, но, возможно, вам придется пойти к зубному врачу. Все правильно. Я подумала, вы решите по ситуации, когда придет время, сэр. Квартиру она содержала в абсолютной, скрупулезной чистоте. Как-то раз, вскоре после того, как она поступила к нему на службу, Ричард, вернувшись из отпуска, достал книгу с полки и сразу заметил, что с нее смахнули пыль. Он позвонил в колокольчик. «Я забыл сказать вам перед отъездом, ни при каких обстоятельствах не трогайте мои книги. Когда книги снимают с полок, чтобы вытереть пыль, их потом никогда не ставят на место. Я не против, если мои книги пылятся, но терпеть не могу, когда не могу их найти». «Мне очень жаль, сэр», — ответила Причард. «Я знаю, что некоторые джентльмены к этому очень требовательны, поэтому я позаботилась о том, чтобы вернуть каждую книгу ровно на то место, откуда ее взяла». Ричард Харинджер окинул взглядом свои полки. Насколько он мог судить, каждая книга стояла на своем привычном месте. Он улыбнулся. «Прошу прощения, Причард. На них же был ужасный слой грязи, сэр. В том смысле, что нельзя было открыть книгу, чтобы руки не почернели от пыли. Серебро она чистила так, как никто и никогда до нее. Он посчитал своим долгом особо похвалить ее за это. Вы же знаете, большая часть этого серебра относится к эпохе королевы Анны и Георга I, пояснил он. Да, сэр, я знаю. Когда ухаживаешь за такими прекрасными вещами, это одно удовольствие — содержать их в надлежащем виде. У вас к этому настоящий талант. Я не встречал ни одного дворецкого, который чистил бы серебро так же хорошо, как вы. У мужчин просто нет такого терпения, как у женщин, скромно возразила она. Как только он понял, что Причард окончательно освоилась на новом месте, он возобновил свои небольшие званые обеды, которые так любил устраивать раз в неделю. К тому времени он уже знал, что она умеет прислуживать за столом, но лишь тогда с глубоким чувством удовлетворения осознал, насколько умело она способна проводить подобные вечера. Она была быстрой, незаметной и внимательной. Едва гость успевал подумать, что ему чего-то недостает, как Причард уже оказывалась у него за спиной, предлагая именно то, что нужно. Вскоре она изучила вкусы его самых близких друзей и помнила, что один предпочитает разбавлять виски водой, а не содовой, а другой особенно любит жирную рульку ягненка. Она точно знала, насколько должно быть охлаждено белое рейнское вино, чтобы не испортить его вкус, и сколько времени кларет должен простоять в комнате, чтобы раскрыть свой букет. Одно удовольствие было наблюдать, как она наливает бургундское, так аккуратно, чтобы не взболтать осадок. Однажды она подала не то вино, которое заказал Ричард. Он довольно резко указал ей на это.
Я открыла ту бутылку, сэр, но вино слегка отдавало пробкой. Поэтому я взяла Шамбертин, посчитала, что так будет надежнее. Совершенно верно, Причард. Вскоре он и вовсе полностью доверил ей этот вопрос, поскольку убедился, что она безупречно знает, какие вина понравятся его гостям. Без всяких указаний с его стороны она доставала лучшие из его погреба и давала самый старый коньяк, если видела, что эти люди действительно понимают, что пьют. В женский вкус она совершенно не верила, и когда среди гостей присутствовали дамы, она обычно подавала шампанское, которое требовалось выпить, пока оно не испортилось. Ей было присуще чисто английское инстинктивное понимание социальных различий. Ни титулы, ни деньги не могли скрыть от нее тот факт, что человек не джентльмен. Однако среди друзей хозяина у нее появились фавориты, и когда обедал кто-то, кто был ей особенно по душе, она с видом кошки, съевшей канарейку, наливала ему вино из запасов, которые Херинджер приберегал для особых случаев. Его это искренне забавляло. «Ты сумел подобрать ключ к Причард, старина», — восклицал он. «Не так уж много людей, кому она наливает это вино». Причард стала настоящей достопримечательностью дома. Вскоре ее уже знали как идеальную горничную. Люди завидовали Херинджеру из-за нее так, как не завидовали больше ничему из того, чем он обладал. Она была на вес золота. Цены ей не было. Ричард Херинджер весь сиял от самодовольства, когда ее хвалили. «У хороших хозяев и слуги хорошие», — весело говаривал он. Однажды вечером, когда они сидели за портвейном, а она уже вышла из комнаты, разговор вновь зашел о ней. «Это будет ужасный удар, когда она уйдет от тебя. С чего бы ей от меня уходить?» Кое-кто пытался переманить ее у меня, но она им отказала. Она знает, где ей хорошо. Рано или поздно она выйдет замуж. Не думаю, что она из таких. Но она симпатичная женщина. Да, у нее вполне приличная внешность. О чем ты говоришь? Она настоящая красавица. Будь она из другого общества, она стала бы известной светской красавицей, и ее портреты не сходили бы с газетных полос. В этот момент вошла Причард с кофе. Ричард Херинджер посмотрел на нее. Видя ее каждый день, на протяжении вот уже 4 лет, а боже, как летит время. Он совершенно забыл, как она выглядит. Казалось, она ничуть не изменилась с момента их первой встречи. Она не раздобрела, у нее оставался все тот же яркий румянец, а правильные черты лица сохраняли все то же выражение, одновременно сосредоточенное и безучастное. Черное форменное платье было ей очень к лицу. Она вышла из комнаты. Она просто сокровище, тут и говорить ни о чем. «Знаю», — ответил Херинджер. «Она — само совершенство. Без нее я бы просто пропал. Но вот что странно, она мне не слишком-то нравится». «Почему?» «Мне кажется, она меня немного утомляет. Понимаешь, она совершенно не умеет вести беседу. Я часто пытался поговорить с ней. Она отвечает, когда я к ней обращаюсь, но не более того. За 4 года она ни разу не высказала ни одной собственной мысли. Я абсолютно ничего о ней не знаю. Не знаю, нравлюсь ли я ей или же она абсолютно равнодушна ко мне. Она как автомат. Я уважаю ее, ценю ее, доверяю ей. В ней есть все достоинства на свете, и я часто удивлялся, почему при всем этом я настолько к ней равнодушен. Думаю, все дело в том, что она полностью лишена обаяния. На этом они и закончили разговор.
Дня через 2 или 3 после этого разговора, поскольку у Причард был свободный вечер, а у него никаких встреч не намечалось, Ричард Херинджер обедал в одиночестве в своем клубе. К нему подошел мальчик Паш и сообщил, что только что звонили из его квартиры. Оказалось, он ушел без ключей, и не нужно ли привезти их ему на такси? Он похлопал себя по карману. И вправду. По какой-то случайности он забыл переложить ключи, когда перед выходом на обед переодевался в синий костюм. Изначально он собирался сыграть в бридж, но вечер в клубе выдался тихим, и шансов на хорошую партию почти не было. Ему пришло в голову, что это отличный случай посмотреть фильм, о котором много говорили, поэтому он передал через пажа ответ, что сам зайдет за ключами через полчаса. Он позвонил в дверь своей квартиры, и ему открыла Причард. Ключи были у нее в руке. «Что вы здесь делаете, Причард?» — спросил он. «Разве это не ваш свободный вечер?» «Да, сэр. Но мне не очень хотелось уходить, поэтому я сказала миссис Джедди, что она может пойти вместо меня. «Вам следует выходить на воздух, когда выпадает случай», — сказал он со своей обычной заботливостью. «Вам не идет на пользу все время сидеть в 4 стенах. Я иногда выхожу по делам, но по вечерам не гуляла уже целый месяц». «Почему же, а чего так?» «Ну, гулять одной не слишком-то весело, а среди моих знакомых сейчас нет никого, с кем мне хотелось бы провести время. Вам нужно хоть иногда развлекаться. Это полезно. Я как-то отвыкла от этого. Послушайте, я как раз иду в кино. Не хотите пойти со мной?» Он сказал это по доброте душевной, под влиянием минуты, и едва произнес эти слова, как отчасти пожалел о них. «Да, сэр, с удовольствием», — ответила Причард. «Ну так бегите и надевайте шляпку. Я 1 минуту». Она исчезла, а он прошел в гостиную и закурил сигарету. Находимая ситуация его слегка забавляла и вместе с тем доставляла удовольствие. Приятно сделать кого-то счастливым с таким незначительным усилием для себя. В характере Причард было то, что она не проявила ни удивления, ни колебаний. Она заставила его прождать около 5 минут, и когда вернулась, он заметил, что она сменила платье. На ней было синее платье, как он предположил, из искусственного шелка, маленькая черная шляпка с синей брошью и серебристая лиса на плечах. Он с некоторым облегчением увидел, что она выглядит не бедно и в то же время не вызывающе. Никому из случайных прохожих и в голову не пришло бы, что этот видный чиновник Министерства внутренних дел ведет свою горничную в кино. «Простите, что заставила вас ждать, сэр». «Ничего страшного», — милостиво ответил он. Он открыл перед ней входную дверь, и она вышла первой. Он вспомнил известный анекдот про Людовика XIV и придворного и оценил то, что она без колебаний прошла впереди него. Кинотеатр, куда они направлялись, находился недалеко от квартиры мистера Херинджера, и они пошли пешком. Он говорил о погоде, о состоянии дорог и об Адольфе Гитлере. Причард давала вполне подходящие ответы. Они пришли как раз к началу мультфильма про Микки Мауса, и это сразу подняло им настроение. За все 4 года ее службы Ричард Херинджер едва ли хоть раз видел, чтобы Причард просто улыбнулась, и теперь его невероятно забавляло слушать раскаты ее заливистого, радостного смеха. Он искренне радовался ее удовольствию. Затем на экране начался главный фильм. Картина оказалась увлекательной, и оба следили за сюжетом с захватывающим дыханием интересом. Достав портсигар, чтобы закурить самому, он на автомате предложил сигарету и Причард. «Спасибо, сэр», — ответила она, бережно беря сигарету. Он поднес ей огня.
Ее глаза оставались прикованы к экрану, и она почти не обратила внимания на его жест. Когда сеанс закончился, они вместе с толпой вылились на улицу и не спеша пошли обратно к дому. Ночь была ясной и звездной. «Вам понравилось?» — спросил он. «Ужасно понравилось, сэр. Настоящий праздник». Вдруг ему в голову пришла одна мысль. «Кстати, Причард, вы сегодня ужинали?» «Нет, сэр, я просто не успела». «Так вы, наверное, умираете с голоду?» «Я съем кусочек хлеба с сыром, когда приду, и сделаю себе чашку какао». Звучит как-то совсем уныло. В воздухе витало ощущение праздника, и прохожие, снующие мимо в разных направлениях, казались захваченными радостным приподнятым настроением. «Сгорел сарай, гори и хата», — подумал он про себя. «Послушайте, не хотите ли пойти и перекусить со мной где-нибудь?» «Если вы хотите, сэр». «Идемте». Он окликнул такси. В нем проснулся дух меценатства и человеколюбия, и это чувство ему ничуть не нравилось. Он велел водителю ехать в ресторан на Оксфорд-стрит, достаточно оживленный, но где, как он был абсолютно уверен, у него не было ни единого шанса встретить кого-то из знакомых. Там играл оркестр, и люди танцевали. Причард должно быть любопытно посмотреть на них. Когда они сели за столик, к ним подошел официант. «Здесь есть комплексный ужин», — сказал Ричард, посчитав, что это как раз то, что ей понравится. «Предлагаю взять его». «Что вы хотите выпить?» «Немного белого вина?» «Чего мне действительно хочется, так это стакан имбирного пива», — ответила она. Ричард Херинджер заказал себе виски с содовой. Она ела с прекрасным аппетитом, и хотя сам Херинджер особо голоден не был, чтобы ей не было неловко, поел за компанию. Фильм, который они только что посмотрели, дал хорошую тему для беседы. То, о чем говорили на днях его друзья, оказалось чистой правдой. Причард была весьма недурна собой, и даже если бы кто-то увидел их вместе, он бы не растерялся. Для друзей выйдет отличная байка, когда он расскажет, как водил несравненную Причард в кино, а затем на ужин. Причард наблюдала за танцующими с легкой улыбкой на губах. «Вы любите танцевать?» — спросил он. «В молодости я была до этого страсть как охоча. А после замужества почти и не танцевала. Мой муж был немного ниже меня ростом, а мне всегда казалось, что это смотрится некрасиво, если джентльмен не выше дамы, если вы понимаете, о чем я. Скоро, наверное, я стану слишком старой для этого». Ричард совершенно точно был выше своей горничной. Вместе они смотрелись бы отлично. Он любил танцевать и делал это хорошо. Но он засомневался, ему не хотелось смущать Причард предложением потанцевать. Возможно, лучше не заходить слишком далеко? А впрочем, какая разница? Она ведет такую серую, однообразную жизнь. Она так рассудительна, если она посчитает это ошибкой, он был уверен, она найдет приличный предлог отказаться. «Не хотите сделать круг-другой, Причард?» — спросил он, когда оркестр заиграл снова. «Я ужасно растеряла всю практику, сэр». «Да какое это имеет значение?» «Если вы не против, сэр», — совершенно хладнокровно ответила она, поднимаясь со своего места. Она нисколько не смущалась. Единственное, чего она боялась, это что не сможет попасть ему в такт. Они вышли на паркет. Он обнаружил, что танцует она очень хорошо. «Да вы танцуете просто безупречно, Причард», — сказал он.
Все возвращается ко мне. Хотя она была крупной женщиной, двигалась она легко и обладала врожденным чувством ритма. Танцевать с ней было очень приятно. Он мельком взглянул на зеркало, украшавшее стены, и не мог не подумать о том, что они смотрятся вместе очень неплохо. Их глаза встретились в зеркале, он задался вопросом, думает ли она о том же. Они протанцевали еще 2 танца, после чего Ричард Херинджер предложил идти. Он оплатил счет, и они вышли. Он заметил, как она пробирается сквозь толпу, без малейшей тени неловкости. Они сели в такси и через 10 минут были дома. «Я поднимусь по черной лестнице, сэр», — сказала Причард. «В этом нет никакой необходимости. Поднимайтесь со мной в лифте». Он поднял ее наверх, одарив ночного швейцара ледяным взглядом, чтобы тот и не подумал проявить удивление по поводу того, что хозяин возвращается в столь поздний час со своей горничной и своим ключом впустил ее в квартиру. «Что ж, спокойной ночи, сэр», — произнесла она. «Большое вам спасибо. Это был настоящий праздник для меня». «Спасибо вам, Причард. В одиночестве я провел бы очень скучный вечер. Надеюсь, вам понравилась прогулка». «Еще как понравилось, сэр, словами не передать». Вечер удался на славу. Ричард Херинджер был доволен собой. Это был весьма добрый поступок с его стороны. Доставлять кому-то столь искреннее удовольствие — чрезвычайно приятное чувство. Великодушие согревало его, и на мгновение он ощутил в своем сердце огромную любовь ко всему человечеству. «Спокойной ночи, Причард», — сказал он, поскольку чувствовал себя счастливым и добрым, обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ее губы были очень мягкими. Они задержались на его губах, и она ответила на поцелуй. Это были теплые, пылкие объятия здоровой женщины в самом расцвете сил. Ему это показалось очень приятным, и он прижал ее к себе немного крепче. Она обвила руками его шею. Как правило, он не просыпался до тех пор, пока Причард не входила с утренней почтой, но на следующее утро он проснулся в 7:30. Он ощутил какое-то странное, незнакомое ему чувство. Он привык спать с 2 подушками под головой и вдруг осознал, что под ним только одна. И тут он все вспомнил и, вздрогнув, огляделся. 2 подушка лежала рядом с его собственной. Слава богу, спящей головы на ней не было, но было совершенно очевидно, что кто-то на ней спал. Его сердце ушло в пятки. На лбу выступил холодный пот. «О боже, какой же я дурак!» — вскричал он вслух. Как он мог совершить подобную глупость? Что на него нашло? Он был последним человеком на свете, способным заигрывать со служанками. Какой позор! В его-то возрасте и при его положении. Он не слышал, как Причард выскользнула из комнаты. Должно быть, он спал. И ведь не то, чтобы она ему очень нравилась. Она была не в его вкусе. И, как он говорил на днях, она его скорее утомляла. Даже сейчас он знал ее только как Причард. Он понятия не имел, как ее имя. Какое безумие! И что теперь делать? Положение стало невыносимым. Было очевидно, что он не может оставить ее у себя, но прогнать ее за то, в чем его вина ничуть не меньше ее собственного проступка, казалось ужасно несправедливым. Какая глупость — потерять лучшую горничную, которая когда-либо была у человека, из-за 1 часа безумия. Все это мое проклятое добросердечие. Простонал он.
Ему никогда не найти никого другого, кто ухаживал бы за его одеждой так же замечательно или чистил серебро так же хорошо. Она знала все телефоны его друзей и разбиралась в винах. Но, разумеется, она должна уйти. Она и сама должна понимать, что после случившегося все уже не сможет быть как прежде. Он сделает ей щедрый подарок и даст прекрасные рекомендации. Она должна войти с минуты на минуту. Будет ли она кокетничать? Будет ли вести себя запанибратски? Или начнет напускать на себя важный вид? Может, она вообще не потрудится войти с его письмами. Будет просто ужасно, если ему придется звонить в колокольчик, а войдет миссис Джедди и скажет: «Причард еще не вставала, сэр, она отлеживается после вчерашнего». Какой же я дурак. Какой презренный мерзавец. В дверь постучали. Его тошнило от тревоги. «Войдите». Ричард Херинджер был очень несчастным человеком. Причард вошла ровно с боем часов. На ней было ситцевое платье, которое она обычно носила в первой половине дня. «Доброе утро, сэр», — произнесла она. «Доброе утро». Она раздвинула шторы и вручила ему письма и газеты. Ее лицо оставалось бесстрастным. Выглядела она абсолютно так же, как и всегда. Ее движения отличались той же умелой неторопливостью, что и обычно. Она не избегала взгляда Ричарда, но и не искала его. «Вы наденете серый костюм, сэр?» Его вчера привезли от портного. «Да». Он сделал вид, будто читает письма, но сам наблюдал за ней из-под ресниц. Она стояла к нему спиной. Она взяла его майку и кальсоны и аккуратно сложила их на стул. Достала запонки из рубашки, которую он носил накануне, и вставила их в свежую. Выложила для него чистые носки и положила их на сиденье стула вместе с подходящими по цвету подвязками. Затем достала его серый костюм и пристегнула подтяжки к задним пуговицам брюк. Она открыла его гардероб и после коротких раздумий выбрала галстук, подходивший к костюму. Сложила на руку вчерашний костюм и подняла с пола туфли. «Вы будете завтракать сейчас, сэр, или сначала примете ванну?» «Я буду завтракать сейчас», — сказал он. «Очень хорошо, сэр». Своими медленными, спокойными движениями, совершенно невозмутимая, она вышла из комнаты. На ее лице было все то же серьезное, почтительное и безучастное выражение, что и всегда. Все, что произошло, могло показаться лишь сном. Ничто в поведении Причард не намекало на то, что у нее сохранилось хотя бы малейшее воспоминание о прошедшей ночи. Он вздохнул с глубоким облегчением. Все налаживалось. Ей не нужно уходить, ей совсем не нужно уходить. Причард была идеальной горничной. Он знал, что ни словом, ни жестом она никогда в жизни не сошлется на тот факт, что на мгновение их отношения вышли за рамки отношений хозяина и слуги. Ричард Херинджер был очень счастливым человеком.